Итак, приветствую вас на своем канале Керменбай. И в очередном видео будем делать ремонт Passat B3. Проблема заключается уже в том, я уже делал предыдущие ролики, что не горит дальний и ближний при включении зажигания. Я перебирал вот эту кнопочку, там тоже были проблемы. Отреставрировал ее, но проблема не ушла почему-то. Ну, как бы сразу, потому что она не всегда загорается. Или не всегда горит. Ну, короче. Сейчас, если включу, она точно в теплоте будет гореть без проблем. Короче, отреставрировал кнопочку, не помогло. Поменял реле, отреставрировал 18-е, не помогло. Думал, что тоже с этим связано, но нет. Там 18-е реле какое-то там нагрузочное. И сейчас я посмотрел, когда делаешь ключом зажигания несколько таких движений, оно начинает гореть. Значит, сделали мы вывод, что проблема в зажигании, ну, в ключе зажигания. Попробуем разобрать, если не получится отреставрировать, то будем заказывать, покупать новый замок. Ну, я думаю, мы сможем отреставрировать. Если кому интересно, продолжаем смотреть. Но перед тем, как разобрать замок зажигания в Passat B3, лучше отключить клеммы от аккумулятора. Откручиваем. Все, обесточили наш аккумулятор, и сейчас спокойно можно разбирать и лазить вообще по электронике. Итак, чтобы разобрать наш замок зажигания, мы здесь открутим шуруп и здесь открутим шуруп. Ни разу тоже сам замок зажигания не раскручивал, нигде не смотрел, все сам. Итак, вот здесь один. Мы уже его открутили, не видно. Здесь второй должен быть, может быть. Здесь все может быть, и здесь такой же самый, наверное, шуруп. Из-за этого и не хочет откручиваться. Здесь какой-то другой, уже нет дверных замков, но не от него же. Дальше нам нужно отключить вот эти колодочки. Все это точно. Возможно, придется снять даже руль. Опа, колодочку сняли. Главное не забыть назад это все дело поставить потом. Аккуратненько снимаем нашу стрекозу. А вот здесь тоже, наверное, стрекоза. Ну, главное не забыть назад, как поставить. Короче, достали мы вот эту часть от самой оборудки. Дальше достали мы вот эту верхнюю часть. Вот где аварийка включается. Короче, буду снимать и дальше руль. Можно поломать защелки. Должна легко выниматься, но почему-то у меня не легко. Ага, что-то уже не легкое, неправильно досталось. Раз пружинка вывалилась. Опять что-то придется паять, да. То, что уже паял, то и придется паять. Опять. Вот откуда пружинка вывалилась. Вот. То, что уже паял. Головка на 24, а не 32. Ставим ее сюда и откручиваем. Нифига себе! Вот это кто-то закрутил, возможно, даже я. Ну что такое? Что ты все стесняешься откручиваться? Короче, вот так вот как-то руль нужно поставить все на положение. Чтобы не забыть, как он там стоял. И приблизительно так же мы его поставим. Конечно, уже потом. Дальше. Откручиваем вот эти болтики. Все откручиваем. Да, откручиваем. Если честно, даже не знаю. Может, и не надо их откручивать. Но это я все сам ищу. Как разобрать замок
зажигания в Passat B3. Вот за этого и кручу. Потому что полностью, по крайней мере, не вижу. Я-то все дела сниму, вот это точно буду знать, что, куда снимать и откручивать. Потому что я думаю, по-другому я не разберусь. Фишки я подключал, а что толку, если я дальше ничего не вижу. Один болтик я нашел, и все. Но мне кажется, должен быть второй. Может, я ошибаюсь. Если вот кому интересно, можете также смотреть, экспериментировать. Вот наша стрекоза. Посмотреть, как она полностью смотрится. Она разбирается на две части, потому что вот эту часть я когда-то реставрировал. Короче, вот я нашел шестигранник и, по-моему, даже угадал. Это всего лишь так он был зажат. Но я даже сильно-то и не дернул его. Слегка. Слегка, и уже так легко откручивается. Вот хорошо, с одной стороны, что так легко откручивается. Может, молоток взять? Русский способ разбора. Короче, вот здесь у лепесток и сверху лепесток нажимаем. И вот наши контакты и вылезли. Кто-то уже тут резал, выбивал, наверное. Что мне делать? Короче, я тут поскреб по сусекам и наскреб вот такой съемник. Буду им пробовать снимать. Ну вот типа так. Вот как он крепится. Такой вот съемник, он не специальный, я не знаю, а может и специальный. Но факт в том, что данный съемник мне должен помочь. Так, это мне куда крутить? Сюда, по-моему, надо крутить. Тяжело. Еще даже, по-моему, не идет. Сейчас пошло. Вроде бы. А, не пошло, слетело. Ну, попробуем так. Еще разок. Я уже не знаю, как тут пробовать еще. Съемник. Съемником выходить не хочет. Обалдеть. Где ж я его в жизни не выбил бы ничем, если бы не этот съемник. Вот. Вот и все. Вот оно, чудо из чудес. Ну а сейчас, по идее, должно все аккуратно сняться. Пружинку не забыть. Смотрим. Вот, короче. И вон доступ к нашему болтику, который держит нашу контактную группу. Так что, если кто-то захочет снять замок к зажиганию Passat B3, не забывайте про съемник, потому что без съемника у вас ничего не получится. Ну, дальше мы откручиваем нашу контактную группу. Не знаю, будет видно, не видно. Один наш шурупчик. Его нужно открутить, я так понимаю. Я, конечно, на видео не снимал, когда я пробовал выбивать. Я думал, все-таки получится. А нет, я побил, посмотрел, что дело совсем плохо. Никак. И решил поискать съемник. Съемник нашел и все достал. Вот наша контактная группа. Болтик не потерять. Не потерять наш болтик. Конечно, проще было бы уже купить подготовленную и собрать просто на место и все дела. Но мне так не интересно. Я и разберу, и посмотрю, и
По возможности восстановлю. Группа. Так, главное, копчойки и пружинки не повылетали. По кругу главное вот эти защелочки объезжать. Так и называет. Главное сейчас, как выстрела не получилось. Здесь внутри. Нас интересует тот лепесток, который лежит. Хорошие здесь контакты, короче. Ладно, будем разбирать. Дальше вот она. Вот она как разбирается по сторонам. Вдруг кто захочет тоже восстановить. Раз она уже развалилась, контакт у нас там есть. Осталось только пружинку найти. Отсюда пружинку лучше достать, чтобы ее не потерять. Итак, наждачка у нас есть. Ой, попутался немножко. Можно браться, зачищать. Короче, смотрите, как еще можно зачистить, оказывается. Я только сейчас понял. Вот берете за контакт, его просто выворачиваете. И вот он, берем, зачищаем. И также второй. И также с той стороны. Наждачку берем, самую мелкую, которая есть. Если нету мелкой, то берете использованную. Главное, чтобы она глубоких вырезов не оставала при зачистке. И ваша контактная еще группа проработает долгие годы. Уже не говоря про месяцы. Вот как он блестит, восстановленный контактик. И сразу же лучше ставить назад, чтобы потом вы не попутались. Вот. Чик, и все. И он на месте, как и был. Достаем второй. Тоже, видите, загорелый. Здесь загорело более глубоко. Но это ничего страшного. В этом нет. Но вот такой контактик у нас получился. Зря я, конечно, этот второй поставил. Потому что нужно позачищать вот эти изнутри. Вот эти изнутри можно вот так вот сделать. Если видите, они тоже становятся хорошие. Так, да ладно, еще один контакт достаем. Ну вот, хорош, более-менее. Вот слегка нужно только почистить. Сделаем очистку от нашей стружки, пыли. Ну и все, собираем наши контакты. Как они были. Так, а как они были-то? Ну, вот этот как-то тут был. По-моему. Вот. Вот. Коротенький наш. Так, этот не здесь был. Вот это здесь был. Все пролаживается. Все хорошо видно. Так что ничего страшного. Я так переживал, что тут опять будет лего. Но тут ничего страшного. Все логично, все доступно. Вот. Этот, к примеру, у нас вот здесь идет. Значит, мы сюда его и ставим. Мы все в пазике смотрим, как они стали. Мы пальцем помогаем, что. И смотрим, чтобы они были на месте.
Оттянули, поставили, чтобы ровно на контакт становились. Так, дальше. Дальше это же нам нужно сложить назад как-то. Крышечки. Пускай постоит крышечки. Вот так вот крышечки. Это значит, вот эта часть была здесь. Как-то вставлялась она. Вот так это она вставлялась. Дальше вот эта крышечка. Не показываю вам, да? Ну, короче, все тут логично. Все логично. Контактики туда мы выбрасываем. Вот, короче, собрал я. Нужно сначала проверить, правильно ли собрал. Короче, я одел плюсовую клемму. Уже стараюсь побыстрее делать, потому что видео настолько долго уже затянулось, что страшное дело. Так, устанавливаю камеру и будем проверять, правильно ли собрал групповую, контактную группу групповую, говорю, бляха. Вот повесил, ничего пока не крепил. Включаем зажигание. Все, вот горит зажигание, если видно. И дальше проворачиваюсь, буду заводить. Вот кнись ты, монитола, лабушка ты. Все, отпускаем ключ. И все сработало, все работает. Ну, все работает. А, самое главное, свет. Ну, должен работать свет. Блин, ладно. Ладно, сейчас подключим мы эту по-быстрому. По-быстрому вот эту нашу часть. Так, вот мы подключили. Опять включаем зажигание. О, все, свет. Он загорелся, как я стрекозу подключил. Сейчас заведем. Все, свет работает. Он видно, что горит. Сейчас попробуем переключиться. Но работает, видно, что переключается. Вон лампочка загорается. Все отлично. Все, короче, будем пробовать ставить все назад. Ткнись ты. Пишешь. Пишешь, потому что дырка не закрыта. Вот почему она пишет. Все, заглушили. Пойду все равно клемму сниму и тогда только буду собирать. Ставим нашу контактную группу на место. Ищем болтик. Ищем болтик, который уже нашли. Хотел, сказать погрубее, но он нашелся. Теперь главное все найти и поставить на место. Дальше одеваем на место. Взять ключ, провернуть и дальше заставлять. Как-то, как-нибудь. Вот как-то так. Как-то так. Как-то так. Опа. Ну. Так. Тороплюсь. Уже времени на исходе. Тороплюсь. Пружинка наша. Вот, поставили мы нашу пружинку. Дальше. И вот она на внутренние шлицы должна назад сесть. Ну как? Ее загнать? Вопрос. Главный молоток.
серьезно можно выпачкать. Пошло оно садиться назад, но слабо. Слабо, но я думаю, этого сейчас бить мы не будем дальше, потому что во что-то она там уперлась серьезно. И нужно вот эту, когда мы будем ставить руль назад, вот тогда мы все и поставим. И загонится одновременно, когда мы будем зажимать. Дальше у нас нужно взять тряпку, вытереть руки, чтобы не мазать остальное все. Дальше у нас развалилась нафиг и смазала мне телефон. Вот это хренетень. Как она доставилась? Сейчас я, по-быстрому тут наставлю, чувствую. Не, ну все вроде бы поставил. Все вроде бы поставил. Это вот сюда. Закручивается на какие-то болтики. Ой, я их даже нашел. Повезло, не потерял. Потому что такие болтики я не знаю, где я нашел бы, если бы я их потерял. Опа. 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 Все. Так, это все у нас закреплено. Вот так вот ставится, кстати, если кому надо. В принципе, здесь можно ключ достать. Ставится вот здесь. Вот так вот. Не знаю, будет вам видно, не будет. Если не будет видно, то извините, как мог, так и показал. Так. Дальше. Вот эту фишку вставил я. Потом эту фишку. А здесь фишка. Начало тонкое. Куда-то там я сам не вижу. На ощупь все. Оно должно сесть. Вот она. Опа, залезла. Раз залезла, значит попал. Опа. И все. О, все. Здесь провода у нас все на месте. Дальше я буду ставить вот эту часть. Можно от пыли как раз вытерти. Заложить. Так, ну вроде бы ничего не забываю. Как ее заложить-то? Опа. Вот так вот она должна быть. А это значит вот эту штуку. А это значит вот эту штуку я буду ставить. Так, те шурупы, кто знает от этой штуки. Ну что дальше? Что дальше? Крышечку мы дальше ставим. А потом руль. Руль — это та вещь, которой можно рулить. Если кто не знал. Опа. Да. Дальше. Короче. О, наша. Прикручено все. Так, ставим нам руль так, как было. В таком положении я снимал. В таком положении я снимал. Ну, знаете что? Нарушил я грани, но как-то залезла. Плохо залезла. Блин, честно. Плохо. Если я наживлю... Те той стороной наживляю. Нет, не то. Вот этот надо наживлять. Ой. По-моему, попал. По-моему, попал. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ой. Будем надеяться, блин. Ну что идет? Хрен его знает.
идет или нет. Ну, залазит. Сложно, но залазит. О, вот теперь точно все. Нафиг. Вот эту еще нужно спаять, которая оторвалась. Итак, вот спаял я свою поломку. Вот так вот страшненько, но зато работает. Я же не могу с формы вылить. Так, подключаем наши... А где плюс, где минус? Тут без разницы. Хотя он даже подписан, он плюс. Черный почему-то плюс. На плюс. А я думаю, мне лично без разницы. А тут, оказывается, еще говорит, подписано. Зачем? Блин, если кто знает реально зачем, ну, напишите в комментарии. Мне реально интересно самому даже. Почему там подписано так? Какая нафиг разница? Ну все. Ну все, делаем испытание с нашим отреставрированным несердечником. Блин, опять забыл, как называется. Группа, контактной группой, вот. Видали, зажигание не включается. Почему? Потому что нужно иногда клемму плюсовую одевать. Итак. Одеваем нашу плюсовую клемму. Плюсовая клемма у нас особенно от Renault Laguna первой. Переделал сам лично. Очень удобная вещь. Не надо с этими ключиками на 10 метаться. Отключил. Если что, все дела. Так. Ну все, магнитола тухла, она уже не тухнет. Это значит, уже было хорошо. Кстати, я же не все рассказал, оказывается-то. У меня тух, не загорался дальний-ближний, и магнитола не работала. Блин, всегда забываю про магнитолу. А тут даже по магнитоле видно, что у меня все работает. Сейчас руля поравняем, чтобы было бы и вам видно. Вот включаю. Дальний-ближний, все без вопросов, вообще ничего, никого. Все отличненько, все работает. Будем надеяться, что с дальним-ближним светом мы разобрались. Потому что реально надоело уже это пырканье. Напоминаю, что начиналось еще с кнопкой. Кнопкой перебрал, не помогло. Поменял реле. Сначала восстановил, как восстанавливал, тоже зачищал там клемку. Все реле разбираются, ничего там страшного нету, можно разобрать и посмотреть. Восстановил, потом поменял на новую, и она все равно, потому что не всегда оно пропадало. Я поменяю, что-то сделаю, о, загорелось, все отлично, ну все, поехал. Только на работу ехать, оно бах, опять не горит. Так что будем надеяться, что после того, как мы отреставрировали контактную группу от замка зажигания, у нас будет все хорошо. Потому что там были тоже загоревшие контакты. Я уже на видео снимал, я должен врезку, я там снимал с другой камеры, я должен сделать врезку, чтобы вы тоже посмотрели. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, поддерживайте, блин, я не знаю, подписывайтесь на канал. Так мне интереснее делать такие видеоролики. Всем всего хорошего и пока-пока.